Dark Souls 3 пройден в 2020 году и в 2021 на платину. Самая жуткая платина, кстати, и это единственный Dark из всех трех, который не стал для меня чем-то душевным и притягательным. Да, качество картинки, плавное управление и музыка однозначно стали лучше, но в нем потерялась сама история, которая была изначально. Огромное количество памятников и отсылок, картины и нереально красивые, огромные залы, это все понятно. Больше эпика, нагнетания и создания важности, но и вместе с этим никакой души, никаких философских дум и негодований. Именно с третьего Dark Souls я и начала свое увлекательное путешествие душ, а закончила первым. Душ я имею в виду только дарки, а то любят приплетать вообще игры фромов. Так интересно, когда ты только начинаешь играть и убиваешь сам ворда из Холодной долины, то думаешь, что я теперь такой крутой. Мне под силу абсолютно любой босс, но спустя какое-то время ты сталкиваешься с дополнением, и Фрида станет настоящим испытанием. Я ее обожаю. До сих пор она входит в мой личный список самых потрясающих боссов, причем хорошим показателем является то, что я ее не бросила, а ходила до победного несколько недель. Конечно, третья часть добавила очень много приколюх, включая приготовление Эстуса, идеально вылизанные полы Иритила, который вылезал по ходу сам Понтифик. Но больше всех по красоте мне понравилось дополнение с Пепельным городом, где главным Дедонидзе выступил Гаэль. Вот, кстати, по поводу Мидира. Я понимаю, что он сложный, и я его не прошла. Мне просто стало скучно, правда. Я понимаю, что его надо пройти, но в отличие от Фриды и ее папани, которые выдавали перлы в мою сторону, Мидир, насколько он тугой и скучный, это же ужас какой-то. Мне так и не хватило интереса на него ходить, а вот Гаэль дико порадовал. Не особо был сложный, в отличие от принца Демона, а однако угля, так сказать, поддал. И это дополнение для меня лично намного важнее, чем вся игра. Именно там я почувствовала те нотки чего-то неуловимого, что чувствовала в первом Дарке. Именно здесь будто открылась вся истина, которую мы так ждали, и в отличие от Лотрика, который просто был на своей волне, здесь же, охраняя от чужих глаз, принцесса Фелианора пожертвовала собой и всю свою жизнь провела в изгнании. По-моему, это у них семейное. И в отличие от Гвиневер, которая просто сидела на лежанке, Фелианору сделали божественно прекрасной вместе с ее локацией. А отсылка с яйцом настолько незаметна для нас, что если бы не интернет, я бы никогда не узнала, что это прямая дорога к анимационному мультфильму «Яйцо ангела» 1985 года. Конечно же, в Японии, а где же еще он был сделан? Какая бы музыка ни была ужасающая и по-своему пугающая, она не может заменить те далекие мелодии на Гвине и в Маджуле, и в Храме огня. Композиции действительно стали пугать, имея художественную окраску, они не дают тебе какой-либо глубины. Будто ты слушаешь что-то прекрасное, и в то же время оно находится вдалеке от тебя за толстым, прочным, пуленепробиваемым стеклом, в отличие от музыки в Маджуле, которая пробирала тебя до мурашей. А на Гвине ты испытывал неподдельную грусть от завершения истории и ее, пусть и такой короткой, настоящей смерти. В отличие от первой, а в особенности второй части, именно третья для пробега на плашку оказалась самая удобная по локации. На четвертом прохождении я пробежала вообще всех, максимум за полчаса. И то, я преувеличиваю, где-то минут 20 мне понадобилось, и да, по транспортировке нас к пеплу, это самая удобная и проработанная часть. Даже первая заставит тебя остановиться на каких-то моментах, а здесь иди куда хочешь, и ты все равно придешь к концу. И сколько бы я ни находила плюсов и не радовалась удобству и мелочам, и сколько бы лет не прошло с первого Dark Souls и его графики, каких-то странных боссов, но именно из-за Мануса, Арториуса и композиции я не могу перевесить чашу весов в пользу третьего, несмотря на наличие моей любимой Фриды и божественных полов Иритила. Даже город за стеной хоть и вызывает мужские мурашки, но до первого Дарка ему ох как далеко. Еще один пример того, что улучшенная графика и приятный геймплей не всегда может затмить настоящую истинную историю смертей, перерождений и новой эпохи, и сама история, зародившаяся далеко не в первом Dark Souls, но получившая идеальную историю именно там, так и не смогла заново возродиться или же улучшиться в последующих частях. Отдельно хочу сказать про платину. Это была самая ужасная платина из-за оков и ушей. Онлайн не обязательный, да, но сколько ты просидишь в катакомбе на оковах без онлайна, это часов 20-30, если повезет. И там есть такой момент, чем дольше ты сидишь, то есть несколько часов подряд, тем выше
меньше шанс выпадения в процентном соотношении. Мне повезло, на 7-й час фарма ушей Ваннерлонда я все-таки получила аж целых 10 ушей. Вот так удача. Да, в таких моментах я ненавидела плашки, и именно здесь я била геймпад так, как не била никогда. После этого любая плашка по нервам не смогла сравниться с этим адом во плоти. Даже Секира в итоге не вывела меня из себя. Давно это было. Все Дарки и Bloodborne года 3 назад, а кажется, будто 200 миллион лет назад. И если вспомнить, что происходило тогда, то на самом деле это был один из лучших периодов стримов с лучшим комьюнити. Мы играли до утра, болтали по 12 часов и просто наслаждались жизнью. Я до сих пор не могу себе ответить на вопрос, почему именно соусы и им подобные проекты стали основой моей философии на ютубе, да и в жизни. Однако я искренне рада, что тогда, в 2020 году, я прошла абсолютно все Дарки и Bloodborne.